Полный Мерседес мы собрали и теперь едем снимать все. У нас много Сакани, мы переехали в Playground, потому что это единственное место, где мы сможем разложить все 300 с лишним пар. Вот и все. Всем привет, это видеоблог магазина Sneakerhead. Сегодня у нас умопомрачительная коллекция Сакани и ее хозяин Серега Ветров. Привет! Мы вам сегодня расскажем и покажем, что такое хардкорное коллекционирование кроссовок. Серега собирает кроссовки всего 4 года, ну то есть типа позавчера начал там. И у нас тут 308 пар. Четко. Получается у вас действительно. Я собираю, ну так, чтобы прям начал собирать, это 13-й год. Наверное, в 13-м году начал собирать, но в принципе с Сакани у меня давняя история, потому что я к ним всегда неровно дышал, и первые мои Сакани у меня были где-то в году, наверное, 96-м, я так думаю, может, 95-м. Покупал я их в Москве, там, где был детский мир, и где сейчас детский мир на Кузнецком мосту, там был какой-то магазин спортивный. И был какой-то период времени, когда они решили привозить Сакани сюда, в Россию, оригинал причем. Вот, и одна или две пары я покупал тогда. Тут, кстати, есть коллекция у меня пара, точно такая же, которая у меня была там в 94-м, 5-м или 6-м году, я не помню, честно говоря. Вот. Почему Сакани? Ну вообще, да, что это за выбор? Это, давай будем честны, да? Это не самый популярный бренд у коллекционеров кроссовок, мягко говоря. То есть этот бренд находится где-то там 6-е, 7-е, условно, да, место там среди мировых лидеров. Почему? Ну, в этом-то, наверное, прелесть. То, если собирать кроссовки, которые собирают все, то сложно быть первым в мире, как бы, да. Почему Сакани? Потому что мне всегда, когда я первый раз их увидел, они мне понравились. Раньше был такой вид заработка при Союзе. Назывался он, люди, которые этим занимались, назывались утюгами, а то, чем они занимались, называлось утюжить. То есть ребята продавали иностранцам матрешки, звезды, всякие кокарды и все такое, и менялись там, выменивали на кроссовки, на доллары, соответственно, там на всякое шматье фирменное. И тогда как бы это была отдельная категория людей, как бы, да, они всегда классно, стильно одевались. Вот, это непосредственно был, обязательный был атрибут. Это кроссовки либо Сакани, либо Этоник, или Авиа, или, может быть, New Balance. Никаких Найков, никаких Адидасов, как бы. И New Balance тоже, наверное, тяжело было. Да, вот. Но вот must have это был Сакани или Авиа. Или вот джинсы Леви Страус, толстовка и сумка Панам. Это вот туристы, с которой приезжали, вот такая сумка через плечо. Pan American, да. Вот. Это было очень круто. И тогда мне это очень нравилось. Тогда я себе позволить это не мог. Вот. А потом, как я уже сказал, где-то в году 94-м, 96-м, не помню, я купил Сакани, как бы носил. Вот. Они мне очень нравились, правда, они чертовски плохо носились в том плане, что они были очень невыносливые. Тогда мне казалось, по крайней мере. Но ты носил их тогда каждый день. Да, я думаю, что да, это было связано с тем, что у меня были там единственные или там две пары кроссовок, которые я носил каждый день, и, наверное, на них большая нагрузка была в связи с этим. Вот. А потом уже, когда в сознательном возрасте как бы там появилась возможность покупать за границей там, и все такое, там у меня было много разных увлечений. И где-то кроссовки, они всегда где-то сознательно были, в моей голове. И однажды я просто как бы там взял и купил себе Сакани. Как бы, да, там у меня друг живет в Америке, и он мне помог купить. И я потом стал одни, вторые, третьи. Потом стал ковырять интернет, наткнулся на Андрея Моряка, многим известного. Это, наверное, первый и самый известный русский коллекционер кроссовок Сакани. Вот. И как-то все завертелось.
личные знакомства, кемпы, перекупы всякие и все такое, как бы, ну и благополучно сейчас это вот превратилось вот в это во все. Лет немного, мне 43 года. Но хочу сказать, что вот Russian Socony Team — это то комьюнити, которое мы типа создали, как бы оно существует, и в него входят люди, нас очень мало, но это все люди либо моего возраста, либо люди, которые чуть старше меня. Эта марка, она все-таки родом из детства, я бы так сказал, да, и поэтому вот такая любовь к этой марке. Давай больше про кроссовки. Окей. Я не буду врать. Ты мне сказал, что вот это самые первые бодеги, да? Да. У меня есть вся бодега. Вся бодега это сколько? На сегодня это 39 пар. Я собрал их все. Это 2008 год. Пак из куражей. Вот. Достаточно сложный для того, чтобы его собрать все пары. Вот. У тебя одна больше, да? Да, одна больше, потому что в этом цвете я своего размера найти не смог, но друзья мне помогли, и ничего страшного. Ну и вообще основная часть коллекции, наверное, 80% коллекции — это мой размер. Это те кроссовки, которые я могу надеть и носить. Когда не получается купить свой размер, потому что 9,5 — это один из самых популярных размеров. Ну да, ходовой. Да, и он, к сожалению, у перекупов один из самых дорогих, как бы, да. На мой взгляд, бодега, она, наверное, самая лучшая изо всех коллабов Socony. Это компания, которая начала делать коллаборации, одна из первых, ориентируясь на японский рынок, как бы, и мне кажется, что провальных коллабов у бодеги просто нет. Мы дойдем до той пары, которая у меня самая любимая, и вы удивитесь, как бы, да, при таком обилии цвета и всего остального. Я вам покажу свою любимую пару там чуть позже, и вы удивитесь, надеюсь. Вот на этих 6000-никах, Shadow 6000, они, я так понимаю, часто делают по 3 цвета, да? Не всегда. Раньше они делали в год даже по 6 цветов, некоторые есть года, да, но в основном это 2 или 3 пары. Это 6000-ный классический силуэт, на мой взгляд, одна из самых удобных колодок. Значит, это их 3 пары, и они были выпущены, по-моему, если я ничего не путаю, по 300 экземпляров каждая, или чуть меньше, и продавались они только через магазин, их нельзя было купить онлайн. В этом их как бы ценность, и достаточно сложно найти на вторичном рынке. Ну вот смотри, ты сказал, что их было 300 пар, сейчас у многих брендов, там я коллекционирую с 2011 года, увлекаюсь, раньше делали лимиты типа, там 300 пар, да, 200 пар, а у Socony как, это разрастается со временем, то есть сейчас в 2017 году почти не бывает релизов, которые делают там 200-300 пар, у других брендов, за которыми я слежу. Как дела обстоят тут? То есть они до сих пор такие лимитированные или уже все-таки проще? Нет, тут ситуация обстоит таким образом, что, насколько я понимаю, когда очень удачный коллаб, и когда его показывают продавцам, дилерам, там, если достаточно много откликов, тогда его, наверное, популярно, его издают большим количеством. Вот. Есть искусственно, значит, лимитированные размеры серии, как бы, да, сделанные, сейчас очень популярная тема Friends and Family, когда типа делается для своих. И есть у меня такая штука, я вам ее покажу. Это Extra Bata, дальше к ней подойдем, вот, которая сделана для Friends Family, и выпускается их 200 штук выпущено. Вот эта пара, значит, это гибрид G9, значит... Они собраны из... Тут подошва 9000-го грида, а верх от Shadow Master, я так понимаю. Значит, называется Капитан Пур. Вот этих выпущено, заявлено, что их выпущено всего 186 пар. Я покупал его, как и много пар, я купил у одного достаточно знаменитого коллекционера тоже. Зовут его The Box. Вот, он американец. И он
подожди, Я- он же, по-моему, Рибок собирает, основная его часть да, коллекции. он собирает Рибок и собирает Сокони, да, и вот, ну, практически очень много интересного я у него подобрать смог, благодаря... Он круто еще, он когда их фоткает, он прикольно их шнурует. Вот, Да, например, да. вот Да, я и говорю, вот что это это... его шнуровка. Да, То есть да, чувак это его всегда стиль, шнурует да, кроссовки да. вот так и фоткает их. Мы там сделаем накладочку из его инстаграма волшебно, и на его ноге это смотрится, блин, всегда очень круто. То есть прям рэп такой, и под широкие штаны, и под Ну да, шорты. но вот, кстати, о том же, да, это, наверное, я тоже у него приобрел, да, потому что видно, как они зашнурованы. Насколько часто история с ретро, с переизданиями у Сакони? Ну, типа, часто они это делают? Дело в том, что как таковые конкретные модели, вот в этом случае они переиздали практически один в один, там, ну, в соответствии 95% первоначальному изданию. То есть это прям вот такой ремейк и ремейк, и, честно говоря, я не помню, чтобы какие-то другие магазины или что-то там, ну, кто-то делал коллаборацию с Сокони, как Bodega переиздавает точно один в один, да. Сокони за последние там несколько лет вернули в линейку Original несколько силуэтов и моделей старых. Там они вернули винтажные, да, ну да, можно так назвать. Вообще винтажная линейка популярная. Сейчас все бренды делают винтаж, как бы, да, или под винтаж. Мода цикличная, Да. как обычно. Вот, они вернули 8000-й грид, вернули грид SD, куражи стали больше появляться. Ну, то есть, в принципе, тренера, DNX, они все это дело реинкарнировали, да? На самом деле очень интересно, что вот это такое, потому что оно немножко по цветам выбивается из, ну, общей массы. Это последняя, это как раз 39-я пара. 39, самая свежая. Самая свежая, да. Сегодня ее можно купить в Москве. Как раз вчера был релиз, или позавчера, да. Ну, мы эту пару, как с друзьями, покупали именно на Бодеге. Ага. Вот, это самый последний релиз. Тут Вот. про кошечку. Про кошечку, Про да, это кошечку. объявление о том, что она пропала. Она пропала, и да, её надо и, вернуть да, и обязательно. разыскивают. Вот, и в принципе, да, достаточно необычный. И опять же, о чем мы говорим, это вот 8000-й, да? Да, можно. Димакс, привет. Да, привет. Да. И, да, она в свое время продавалась в Москве в Сникерхеде. Отличный магазин, кстати, всем рекомендую. 3.20 уже, ребят, скоро будет 4.20, и мы вам обязательно об этом скажем. Да. Не знаю, как бы в комьюнити, частью комьюнити Socony Sneaks, это логотип этого комьюнити, футболка, да, это наши друзья, ребята. Из Европы, да? Из Европы, да, ну, админы в Европе, а так комьюнити общемировое. Мировое. До последнего времени я почти все хранил дома, благо у меня трехкомнатная квартира. Ну, подожди, нет, у тебя двух, походу, комнат. Живете вы в двух комнатах, правильно? я Ну, понимаю? можно сказать так, но не так, чтобы вся комната была заставлена, но практически все свободные углы во всей квартире были заставлены кроссовками. Часть кроссовок винтаж я хранил на работе. Вот. И, наконец-то, вынужденно я с друзьями арендовал теплый склад. Вот. И после съемки коллекция переедет туда, и супруга моя любимая, она вздохнет с облегчением. Ну, типа, не дешевое, да, удовольствие? Не вообще? дешевое. За теплый склад, Да. с круглосуточным доступом. Да, ну, все относительно, но, Ну да, но типа это не даром, совсем не даром. Недаром совсем. Это был самый первый коллаб, это было очень тогда неожиданно, да, Да. что типа русский бренд что-то сделал, они долго там тизерили, держали марку, ну и сделали достаточно круто. Они там посвящены муравьеду, вот эти вот все расцветки Да. классических Их было брендов. первый был 120 пар. Потом вот это тоже было очень круто, Да. потому что впервые была использована это какая-то специальная замша с длинным ворсом или что-то такое. Это тоже было достаточно необычно, и тоже типа, ну, почти всем понравилось. Да, это 240 пар сделано было. И самый знаменитый русский наверное, коллаб, да. который хайпанул, который Да. продавался даже в Барселоне, по-моему, там где-то. Он продавался по всему миру, миру, да. да. Сначала это было 300 пар, и потом Socony его Доштамповали. доштамповали, и он продавался по всему миру и является
очень популярным и любимым среди собирателей или коллекционеров. Ты их не носил в дождь, точно, Да. потому что если их носить в дождь, Немножко. то вот эта красочка перетекает плавно сюда. Да, еще один российский, еще один питерский коллаб. Это люксовый магазин «Бабочка», который продает люксовые бренды, но в том числе и Saucony. И к своему юбилею они вот так нас всех порадовали. Сделали двойной коллаб. Это 6000-й Shadow и Jazz Original. Да, Ну, слушай, они долежали до сейлов, по-моему, чуть ли не в самой «Бабочке» даже, или где-то еще они были, да? на самом деле было переиздание. Шеститысячник очень популярный, джаз менее популярен в мире, чем шеститысячный, хотя, на мой взгляд, Тебе вот эти больше нравятся? да, эти мне больше нравятся, в них больше деталей, и они лучше проработаны, и по качеству они лучше, чем эти. Но так как это наше, родное, значит, Надо поддерживать. да, должно быть must have. Если двигаемся влево, это весь Play Close, который я собрал. Это магазин Play Close? да, магазин, отличительной чертой в коллаборациях с Saucony. Это вот такая перфорация в виде звездочек. Да. Это очень круто. Да, это смотрится. очень круто. Это было первое, когда это сделали, это было очень оригинально. Значит, есть первый пак, это вот эти Candy три, пак, да, коралловый цвет, небесный голубой и мимоза желтый. Потом, по-моему, Были, вот эти. да, вместе серебро и золото. Вот. И после этого был 2 или 3 года назад это были фрукты. Вот. И последний мотокросс, потому что Play Close они поддерживают команду по мотокроссу или райдера какого-то, да. Но что примечательно, здесь номер этого райдера 77. Ну, а мы живем в Москве, как бы 77 наш регион, да, и нам тоже надо было обязательно иметь эту пару, потому что она 77-я. Значит, да, и касаемо этой части, значит, интересные здесь, это вот эта пара, это бог Тарас. А может это что-то, у него вилла, это похоже типа на какого-нибудь морского бога, тут как бы... Папа Ариэль, нет? Тут 3 стихии: вода, огонь, значит, земля или воздух. Хорошая пара, да. Ништячок. Да, для шнурков сделаны такие кожаные конвертики, сделаны магазином итальянским Sneakers 76. Вот, достаточно интересная пара, очень тоже нелегко найти ее. И у меня, к сожалению, нет лимитированной, в магазине продавался в такой специальной боксе, классный бокс, да. Я, к сожалению, пока не смог его найти, но вот пару я нашел. Слушай, ну получается, вот я так смотрю, мы там прошли уже, самый популярный материал это замша, нубук, да? Да. У Saucony. Да. То есть большинство пар сделано, либо тряпка, замша, нубук. Кожи очень, достаточно мало. Кожа она есть? Да, кожа есть, но ее меньше, мало, да. То да. есть все кроссовки из таких. Да. Давайте дальше. Это лобстеры, да. Красивые. Да, они красивые, удачная задумка, да, и реализация. Первый коллаб был из 3 пар, они выходили одна за другой. Это был $100 фишка, это $500 фишка и $1000 фишка. А стоили все одинаково? Стоили все одинаково. Вот. Мне удалось эти все купить пары именно с Лас-Вегас, через Лас-Вегас, поэтому они все снабжены колодами карт. Ну, там диски с музыкой и еще какие-то приятности. А ты не открывал карты? Нет. Я смотрю, все запакованы. Тебе даже Я в карты не играю. Или ты видел, как я они не в играю. интернете Да. выглядят, нет? Дело в том, что в Россию продавалось только 2 пары вот эти. И они были без карт в России, поэтому есть некая ценность. Значит, дальше коллаб
Это по-моему, про еду. да, про еду. Это Это было, я люблю. это начало этого года или конец прошлого, я не помню. Они, кстати, вот эти были на фотках в инете достаточно популярные. Они лежали на Да. доске, там и бекончик рядом, или яичница. Да, эта были. пара называется яйца и бекон. Вот, а это это- яичница с беконом, можно сказать. А что-то это вкусное, да, шоколад? бельгийские вафли. Это бельгийский вафли. Да, причем это Кураж модель и... Это тоже что-то винтажное, что возродили пару лет назад? Да, Куражи, да, по-моему. да, их стали снова издавать, и если посмотреть на эти две пары, то можно сказать, что они очень хорошего качества. Тут проработка материалов, швы, нету клея торчащего, ну то есть ребята на славу поработали. Да, и потому что здесь такой микс из Да. замши и кожи, ну вот все слоями, это очень сложно обычно То есть сделать красиво. качество очень хорошее, и ну, они имеют достаточную популярность. И магазин Offspring, которому в прошлом году было 20 лет, и первый коллаб, который был, это вот эти две шеститысячных пары, на мой взгляд, очень крутой. Да, тебе какие больше? Мне серые нравятся. Серый, наверное, да. Ну, такой фирменный знак — это вот этот розовый цвет, который написана надпись Offspring, и вот в речке у нас тоже здесь Камушки. камушки, да. Кстати, про логотип, да, это река, которая обтекает камушки, которая называлась как раз-таки Сакани. Сакани, да, Сакани, да. эта речка называется. Расположена в Америке. Да. Значит, И розовые коробки у них. розовые коробки, да, это была первая коллаборация с Offspring. Это была вторая коллаборация с Offspring, называется Stealth. Ну, у нее были очень красивые фотки. Это в честь самолета невидимого? Да, невидимый самолет, ну, технологии Stealth, да. Прикольная пара, я тоже ее люблю очень, я ее поносил. Вот, она тоже из таких комбинаций разных материалов. Удобная? Очень удобно. Ну, потому что это шеститысячник, на мой взгляд, это одна из самых удобных. да. И буквально вот в прошлом году был сделан Medal Pack. Это такая классическая история для брендов, их многие делают в честь там Олимпиад. Олимпиад, да, это было сделано, да, это было золото, серебро и бронза. Да. Какие-то классные ништяки еще. Ну, да, это был патч, это дополнительные шнурки, и здесь еще есть в таком мешочке в каждой паре есть значок в виде медали такой. Значок медали, да. мы покажем вам поближе потом. Вот. Было мероприятие, на которое я смог надеть эти кроссовки. Был звездой на этом мероприятии. Куда ты ходил? На открытие одного магазина сникерсного в Москве. Это классные штуки. 2009 год, и тот, и другой. Это, к сожалению, у меня в каждом Это паки, да? Да, это называется Outdoor Pack. И у меня не хватает одной пары. То есть это было бы типа вот Да, так, да? да, это было бы Здесь? так. Да, и это Candy Pack 2000, тоже 9 год. Это шоколадки, американские шоколадки. Shadow. Не Нет, Shadow, это шоколады. Shadow, нет, Shadow. Это модель, да? Да, это Shadow всё. 6000. Да, это Рис, или как они? Рис. Рис, да, да, это KitKat. А вот это вот мы узнаем, да? Это просто KitKat, Да, и есть это еще, похоже на да, KitKat. есть еще третья пара, которая называется Snickers. Вот, ее я тоже не купил. Великолепный журнал Sneaker Freaker сделал две коллаборации. Это первая, это вторая. Так точно. Тебе какая нравится больше? Равноценные на самом деле Они для обе меня. про наркотики же, да? Ну, бушвокер и кушвокер. Бушвокер и кушвокер, а там загуглите сами. Но здесь что очень круто, здесь неопрен, его тогда, по-моему, это может одна из первых пар, где он появлялся, нет такой язычок? Нет, дело в том, что были уже? 9000-е, да, 9000-ники были уже, да. Ну, хотя бы вот Да. это лейслок, Да. очень необычно для Сакани. Да, совершенно верно, да. А эти были 15, 16 в том году, по-моему, Позапрошлом. позапрошлом даже уже. Но ты, или купил? Я их надевал, да. Причем я их одевал на Faces Lace. Можно здесь немножко остановиться. Это Хэннон. Хэннон. Да, Это магазин, который делает кучу крутых коллабораций. Да, очень хорошие коллаборации, у них всегда очень сильные, с разными брендами. Вот Saucony удосужился Shadow Master, Midnight Racer они называются.
Еще второй, я не помню, как называется. Ну, вот, наверное, эти популярнее, нет? На самом деле они равноценные, да. И Недорого, наверное. стоят не очень дорого. 200-150. Ну, до 200, я До бы 200, так сказал, да, да. вполне реально. До 200. Вполне реально купить. Но чем дальше, тем все сложнее их купить в дедстоке, да? Да, потому что их носят. Да, давай Это на этом прям отдельно остановимся. Очень интересно. Это коллаборация с магазином David Z. David Z, да, совершенно верно. Соответственно, David Z — это такой магазин, которым владеет дядюшка всем вам сейчас известного Ронни Файга. Да. Он там трудился то ли продавцом, то ли менеджером, ну, типа, в начале своей карьеры, до того, как стал популярным клепать ASICS и все такое. И у David Z, на самом деле, у них еще с ASICS были коллаборации, еще с кем-то. Они всегда очень, типа, яркие, да, интересные по цветам, необычный выбор. Ну, вот здесь какая-то алюминиевая фольга, спекл на подошве. Здесь, кстати, Away. Почему Away? Ты не знаешь, а на другой паре что? Runaway, видимо. Да, Runaway, да. Тут бегущие человечки. Да, очень интересная пара. Это куражи. Вот. Тоже я долго за ними гонялся. И их просто делали мало, наверное. Их делали мало, да. И мне в результате удалось их найти. Кстати, по-моему, благодаря этим парам обе пары я купил у Дебокса того же. И благодаря этим парам я с ним познакомился. Очень интересно, я не уверен, что это коллаб даже, потому что... Нет, это не коллаб, это Saucony Select. Это какая-то VIP-линейка? Ну да, такая топовая. премиальная линейка, да, и называется «Бостонские кирпичи». Здесь вот реально Да, прям такая по фактуре выделка, да. очень круто. Я даже не понимаю, что это кожа или нет, но как будто лазером вырезан или чем-то Да, сделано. на мой взгляд, тоже очень интересно. Но это типа обычная пара, которую в магазине можно там, ну, в каком-то году было прийти и купить. Просто Да, она это можно стояла было на полках. купить в этом году, в первой половине года. Вот. Ну, на мой взгляд, очень интересная пара. Собственно говоря, как и вот эта пара, называется Это тоже Select. Да, называется она у нас, она была выпущена к Хэллоуину, имела бешеный ошеломляющий успех, то есть она была везде продана, называется тыквенный латте, по-моему. Тыквенная латте. Да, сузорчик здесь здесь сузорчик, красивый, да. как вам Да. баристы могут нарисовать. Да, Такой, и классный? вот она, да, в цветах Хэллоуина сделана, тыквенная латте, была выпущена к Хэллоуину и была очень, Такая достаточно очень популярна. простая, да, расцветка. Вот Grit тут, кстати, SD. что интересно, тут кожа внутри. Да, ну вот это как раз это тоже линия Select. Она отличается тем, что более дорогие и премиальные материалы применяются. Крутой английский магазин End. Я думаю, все знают, мы не будем. Надеюсь, что многие его знают, да. Эти две пары, красный шум и белый шум. Это что-то с телека, да? Это с телеком, да, такая оригинальная подача. Здесь крутые коробки, на самом Очень деле. крутые коробки, стеклянные боксы. Ну, не стеклянные, они Из стеклопластика, да, сделаны боксы. И причем эти боксы очень хорошо они были вот в этих коробках. в этих коробках да, проложены там всевозможными чтобы не материалами, да. Ну, к сожалению, вот красный бокс доехал отлично, а белый бокс есть тут, да, сколы. Это Почта России, я думаю, да, Ну, или кто там, да, курьерка какая вот. была. Ну, это последний коллаб, да, второй, скажем, коллаб Энда. Самый знаменитый коллаб Энда — это, конечно, бургеры. Это было в Это- фоте, который рип. Да, это бургеры, это очень знаменитая пара. Здесь вот эти, ну, Качество проработки и деталей, качество идеи, подачи, она, конечно, ну, великолепная. но Да? они прям максимально, ну, похожи на бургер. То есть вот прям ты видишь, да, и у тебя ассоциации Да. очень люблю эту яркие. пару. Они сколько? Я помню, что раньше они стоили там 400-500 баксов. Нет, сейчас они, ну, можно, средняя цена на бургеры в новом состоянии новых — это $350. Курс вырос, в принципе, примерно то же Да. самое, наверное, и осталось. Да. Ну, если вот Вот. посчитать. Рад, что они у меня есть, как бы, Ты и, их покупал не тут или у нас? честно говоря, даже уже не Не помню. помню. Не помню. Нет, я точно покупал не у нас, ну, Потому не у мне нас. кажется, вот то, что залеплены эти штуки, уже, мне кажется, ты у кого-то покупал. Да, эту я покупал не у нас, вот. И она в десятке лучших коллабораций с Saucony входит. Это Only in Soho, Food Patrol, Они да. были у нас в брендшопе.
Они были в бренд-шопе, с ними была очень интересная история для меня, моя, да, потому что я тогда только начал собирать Saucony, и меня в этот день, когда был релиз в бренд-шопе. Там очередь, по-моему, с утра была или с ночи предыдущей. Ну, дело в том, что меня не было в Москве. Я позвонил своему другу, сказал, чтобы он съездил, купил мне эту пару. Потом я долго на нее смотрел в интернете, потом сказал: слушай, не езди и не покупай, она страшная. Вот. Он никуда не поехал, но потом, как оказалось, как бы, да, это тоже эта пара входит, наверное, в 5, может быть, в 3 лучших коллабов, которые считаются у Saucony. Да, я, кстати, Вот. не совсем понимаю, почему. Ну, то есть они интересные, да, они неплохие, они прикольные. До последнего времени стоимость на вторичном рынке новых кроссовок была в среднем $500. А сейчас меньше. Дело в том, что, не знаю, байка это или нет, но это похоже на правду, о том, что первую партию, которую Foot Patrol забраковал. И они не пустили их в продажу, потому что там были, нюансы, там не очень хорошая была клейка, там швы, там и все такое. И Foot Patrol его забраковал. И второй, когда уже они там дотянули качество, это пошло в продажу, и поэтому они действительно очень качественные кроссовки, да. Вот. И цена была $500 до последнего момента, но буквально год назад на рынок попали кроссовки, как мы так понимаем, те, которые были тогда забракованы. То есть их и они попали, и они попали на рынок в каких-то там распродажных магазинах, и цена распродажи была, они были без коробок оригинальных, новые, с такими же шнурками, и цена была там в день продажи там $25 на них. В каком-то сейловом магазине были. И ценники упали на да, все. и рынок рухнул просто из-за того, что eBay стал завален этими кроссовками, и цена там больше $350. Но кто собирает, кто в теме, тот понимает, если они без оригинальной коробки, то значит это те кроссовки, да, и там есть нюансы все-таки, там неровные швы, там и что такое. Вот, тоже история сложная, получение этой пары. У меня их 2, этих пары. Вот. Я долго не мог себе их найти в моем размере, в нужном размере. В результате мы с друзьями были, значит, на кемпе по поводу Foot Patrol Asics, вот 25-летнего. Я покупал этот ASICS специально для обмена с человеком из России. Чтобы махнуться на эти. Да, я ему отдал этот ASICS новый, доплатил и поменялся с ним на 10. Потом эту 10 я ее хранил, как бы я ее не хотел продавать, я ее выставил в группе на обмен. Ко мне, на 9. ко мне пристал американец один, долго меня бомбардировал, купил, и я говорю, я не буду продавать, мне надо поменяться. Я говорю, если продавать, то только за большие деньги, потому что я могу купить за большие деньги свой размер. В результате я ему продал за хорошие деньги, которые позволили мне купить мой размер. То есть вот он привязался ко мне, он хотел стоковую пару, она была действительно новая. Вот, таким образом. А потом уже позже я вторую пару приобрел, потому что считаю, что там есть вещи во всем ряду Saucony, которые можно при наличии денег задвоить, а может быть и затроить. Здесь это совместный тройной коллаб, как бы, да. Это Beams, да, японский, Япония, да. Этот назывался Only in Soho, только для Soho. Этот называется Only in Tokyo. Они были только для Токио, у них были еще в комплекте носки, по-моему, классные. У них есть носки в комплекте. Тебя нет? Конечно, есть. Есть. Да, у него в коллабе еще к этому была майка. В 2 цветах она тоже есть. И еще есть спортивный костюм Олимпийка и тренировочный, они тоже есть. Да. Кстати, эту пару нам помог купить человек, наш товарищ в Японии, который живет в Японии, собиратель тоже в Японии, и он нам помогал, эти пары мы получили из Японии. Круто. Да. Это вот про дружбу, любовь сникерхедов по всему миру и так далее. Да. Первую пару я у него покупал там с каким-то экстра ценою, да, там свыше. Сейчас то, что мне нужно, он всегда присылает
может купить по цене рекомендованной. Да. Следующее это Эпитоми, это очень круто. Фиш-маркет, да, в Атланте. Это очень крутая пара. Она отличается проработкой, классные идеи, да, подачи и всем остальное. Посвящена вот рыбному ресторану, напротив которого, или рыбному базару, напротив которого, базару, да, напротив которого статуя рыбы. И она, вероятно, из какого-то сплава, который окисляется и зеленеет. Очень красиво, да. На самом деле, выглядит на фотках. И это проработано на стельках внутри, и во всех этих элементах. И коробка сама сделана, как будто это деревянный, значит, ящик с... в котором рыбу таскают. Да, веревочные эти. Очень круто. Да. Долго я за ней гонялся, чтобы себе купить. Причем я друзьям помог купить, а себе не мог мой размер купить. Купил в Голландии у человека. Да. Дальше. Это что-то новое? Подбираемся. Да, это совсем недавно, это новое. Это ГВОшки? Да, это ВХС. Это те кроссовки, в которых я сегодня. Это The Goodwill Out магазин. Это очень крутой, классный магазин Goodwill Out. И что ценно, это первый коллаб с Saucony у Goodwill Out. И мне и моим друзьям удалось в 2015 году познакомиться лично с основателем Goodwill Out, собственником Алексом. Вот, он классный чувак, очень энтузиаст своего дела. Мы с ним познакомились, он нам показал свой музей. Возможно, у него в музее будет моя выставка. Мы об этом тоже уже 2 года ведем переговоры, как это сделать. Отвезти все туда? Не все, но какие-то выколотые вещи, да, потому что музей небольшой. Ну вот, и после того, как мы узнали о том, что Goodwill Out готовит коллаб, значит, с Saucony, мы связались, я связался с Алексом, попросил его, и он не поленился и подписал нам бокс для Сергея из Russian Saucony Steam, Алекс, август, значит, 2017 года, и подписал пару. Посвящен ВХС, видеомагнитофон, да. Коробка сделана в виде магнитофона. Я еще застал, не надо объяснять. Да, да, все здесь сделано. Здесь на паре есть там... кассета тоже была? Да, и вот о чем мы говорили, что некоторые фишки, они есть только в магазинах. И на ней есть что-то? Да, на ней есть фильм. Есть вида? Не могу до него добраться, но ребята постили то, что там действительно фильм. 4:20 прямо сейчас. Это инвиктусы, это самые типа редкие желанные. Ну, я не скажу, что они самые редкие, самые дорогие, наверное, да? Это кроссовки. Invictus, да, это самые дорогие из изданных кроссовок Saucony на сегодняшний момент. Они были сделаны амстердамским магазином Act, 8. Вот, считаются граалем у собирателей Saucony, ну и вообще у сникерхедов эти кроссовки в почете. Любой сникерхед, который там имеет коллекцию, хотел бы в своей коллекции иметь эти кроссовки. С ними проблема, что мало того, что они дорогие, они типа очень редко всплывают. Их было там, наверное, пар 150, может, или 200. 160 пар было изготовлено, там какое-то, или 169, какое-то количество этих пар было там для своих. Вот, и там свободную продажу, наверное, там, может быть, 140 пар поступило, может быть, 130. Просто это самые главные кроссовки в коллекции. Твои любимые, кстати, или нет? Нет. Ну, нет, я их люблю, безусловно, ценю, очень дорожу ими, но это как бы, да. Ладно, давай... Да, история... Сколько бабок? Первую свою пару я купил это было 2,5 года назад, за $1000 евро. Deadstock? Deadstock купил я у основателя этого магазина, у Филиппа. Это сложно было? Он продавал ее? Нет, он ее продавал. Там не было аукциона, была сразу назначена цена. На тот момент это была высокая цена. Вот. Мне просто пришлось приложить много усилий для того, чтобы он продал ее именно мне. Ответь мне на вопрос. Сколько примерно бабок ты угрохал на это все?
Слушай, ну у меня в коллекции здесь представлено, если мы не перепутали и не обсчитались, 308 пар здесь в зале. Считайте, если это стоит $100 за пару, то это $30 тысяч. Ну, я думаю, можно взять подороже, потому что какие-то дороже, если какие-то усредненную брать $150 за пару, ну тогда это 45 с лишним тысяч долларов. Почти полтинник. Ну да, дело в том, что у меня еще где-то в дороге еще где-то порядка 10-13 пар, то есть 320, ну где-то 48 тысяч. Наверное, где-то в районе $50 тысяч. Это все стоит? 2,5 миллиона, почти 3 это миллион. Ну, наверное, на наши деньги сейчас это около 3 миллионов. 3 миллионов. Безусловно, когда я смотрю назад сейчас и вижу, сколько у меня пар, и эта цифра, когда я это пересчитываю, она меня немножко так как-то будоражит, да, но в моменте это не так заметно, потому что это, ну, там, $100 там можно потратить, как бы, да, там, туда-сюда. Вот, это просто, а когда это вкупе, конечно, это уже получается сумма большая. Слушай, я вот тут заметил клевер, очень необычное исполнение, это джаза же обычные самые. Джаза Low Pro были сделаны к Дню Святого Патрика. Одна из моих тоже первых пар, наверное, давно у меня была, просто у меня была пара, которую я носил, просто потом я ее задвоил, появилась возможность, и я купил вторые. Очень хорошие детали, клеверы, их целых 3 в 3 вариантах на одном кроссовке, а это вот это вторая это часть, 2 года назад, да, это вторая часть, это сделали 5000-ник тоже с клевером к Дню Святого Валентина, Святого Патрика, да. Вот, тоже очень ценный экземпляр, продавались они на Saucony.com, то есть были только на Saucony.com, вот, и кто хотел, тот получил. Прикольно. Вот. Слушай, Из таких еще здесь, вот, которые здесь представлены, много интересных, у нас времени на все не хватит. Давай но я мог бы сказать вот про эти кроссовки. Давай про эти. Я вижу кожу, которая, кстати, вот редкость для Saucony, как мы поняли да. уже. Ну, как мы знаем, владельцем бренда Saucony сейчас является компания Wolverine. Это компания, которая там... Все же знают. Ну, да, это та компания, которая делает кожаную обувь. Там и в группу компаний входит много брендов, в том числе сейчас Saucony принадлежит им. И они как раз к этому мероприятию или после этого мероприятия выпустили вот эти кроссовки Wolverine, которые называются 1000 миль. Вот, и сделаны из такой же кожи, из которой делаются их знаменитые ботинки. Круто. Ну, она прям, слушай, она такая плотная, да, толстая. плотная, это вот типа как вот эти. Лизера какого-то для New Balance. Да, это вот такая. Крутая. Здесь очень тоже сделано интересно, вот эти петелечки такие, да. И они в такой жесткой коробке, как вот обувной коробке сделаны. Вот, и тоже... Стоили они там баксов 180 $180, да. Хочется рассказать, но это будет 10-серийный фильм. Это вы очень... не будете смотреть. Вы не будете смотреть, мы да. не хайпанем. Да. Это было в дисконтах. Да, у нас тут, даже не в дисконтах, это на полках у нас лежало где-то. Да, это лежало на полках, никому не нужное было. Вот, и эту пару я получил в подарок от Андрея Моряка. Это подводная лодка? Это подводная лодка, это сделано по мотивам комиксов. The Red Star, видимо. The Red Star, да, они стоили очень недорого. Но после того, как я взял эту пару, отщелкал, выложил в группе, мои иностранные друзья за неделю скупили весь сток, который был вообще в мире. Ну, типа eBay, Amazon. Да, и сейчас это sold out. То есть очень интересно. Дороже стала? Нет, она не стала дороже, ее просто нет, да, и все, ее раскупили. Очень интересная история. Японские релизы начались, да? Эксклюзивы? Да, интересная тема. Вообще, кстати, у Saucony очень большой, много интересных вещей, которые делаются только для Японии, которые не поступают в Европу, ни в Америку, никуда. И знаешь почему? У них же фабрика изначально была в Америке, потом, наверное, куда-то переехала. Ну, потому что в Японии как бы бренд имеет определенный вес, популярность, и те пары, которые делаются для японского рынка, они из более интересных материалов, проработки и все остальное. Слушай, ну вот быстренько по поводу интересных материалов, это
как на антитерах почти. Ну, замша можно такая назвать, да, волосатая. Очень похоже. это коллаб этого года, Tacoma Fuji Records, это диджейская, сделанная коллаб с диджейской звукозаписывающей компанией. Прикольно. Интересная вещь, интересная коробка, сделано все качественно очень. Также вот, что примечательно, много интересного, вот это Low Pro, это Billys магазин, японский магазин сникерсный, Billys это называется. На скейт вообще похоже. Да, это скейтерская Это прямо серия, есть, да. для скейтеров. И вот такие в Европе не делают, а вот для японского рынка делают. И вот это сделано специально для Billys, называется Токио. Тут, собственно, есть еще такая же черная. Да, еще есть серая, но моего размера не было, поэтому я пока не смог себе найти. Да, Здесь это это девятитысячники, тоже это Billys, тоже называется Nippon, но эти продавались по всему миру, вот, но тоже были сделаны в Японии. Черные классные. Мне нравится. Да, очень хорошие, удобные, вот, материал. Интересная штука, G9, гибрид, значит, это Стив Аллен, тоже, кто понимает, знает этого дизайнера. Он очень много делает всяких вещей в Японии, и это вот Сокони. Это последний, это буквально релиз прошлой пятницы. Он сделан для японского рынка, и он был, наш друг был в Японии. Прошлая пятница. Да, прошлую пятницу. Они здесь, да? И они уже здесь, да. То есть, когда мы эту пару, как только была известна информация об этом релизе, буквально, то Вася написал, что в России уже скоро. Круто. Как бы, да, они посмеялись, наши иностранные друзья, потому что они понимают, что мы всегда везде как бы стараемся поймать. Вот, но когда в день релиза Вася разместил пакет из Billys, фотографии, что они уже у нас есть, они никого не удивили. Да. Что-то очень белое есть. Да, очень белый. Это Beams. Это Beams, да, классный магазин, делает много коллабов. Кстати, у Beams- Only in Tokyo, это вот с ними, да. Бимсы, знаешь, что интересно? Они делают как простые типа расцветки, так часто используют и вообще все цвета в своих коллабах. Ну вот это ценно тем, что это монохром можно назвать, да, и здесь необычный материал, это канвас белый, и это трикотаж. Круто. Ну, да, Трикотаж, очень, да. Очень, И не очень понятно, как их можно носить, потому что Ты их это... не носишь, я да, я и не носил, но я думаю, что потом их просто восстановить будет очень сложно. Но как идея, и то, что вот здесь вот это как бы в тени, да, находится, или как бы так сквозь молоко, скажем так. Да, сквозь туман. Сквозь туман, да, сделано, это очень круто. Вот. Но дальше идет, вот у меня несколько пар, которые мне удалось собрать. Это White Mountain, известный японский бренд, который делает много коллабораций с Adidas. С Adidas сейчас прям Да, очень много. с Каждый другими, сезон с буквально. другими брендами. В чем отличается White Mountain? Это всегда супер качественные материалы. Это супер качественная проработка всех вещей, ровные швы, нет клея, хорошо подобранные цвета, как бы ничего экстраординарного они с Саукони не делают, но это всегда такое очень выверенное и качественное. Вот. В некоторых коллабах мне еще остается что добрать, вот, надеюсь, доберу. Но здесь есть самая моя любимая пара. Это вот эти кроссовки White Mountain, значит... Они, по-моему, самые простые, да. не очень. Да, не очень. Это девятитысячник. Стоили они в розницу 234 фунта. Ого. Нет, Да. значит, это самые дорогие. Ты говорил нам недавно, что какие-то... Да, $180 $180 стоит были, кожаные, да. Но вот эти... но это коллаб. Коллаб не считается. Ну, коллаб, да, даже для коллаба все равно. White Mauring, он всегда очень дорогой, японский, да. Это так же, как Mastermind, но Mastermind еще дороже, да. Но это Вот. Сакони, да. и Да, как это бы Сакони, очень да. И эта дорого. пара стоила в розницу $234. Ты Я купил? 234 фунта. И я купил эту пару сам. Купил ее на Энди. На Энди купил. Там еще 2 цвета было, но я тогда их не купил, как бы. Но вот эта пара моя самая любимая. Ты носил ее хоть раз? Я носил ее только дома. Потому что она белая, как бы, да. Но вот здесь, мне кажется, здесь отличные цвета, ничего лишнего. Монохромные кроссовки. Я люблю монохромные кроссовки. Вот. Да, по тебе видно. Да, поэтому это моя любимая пара. А вот биджинги очень крутые. Я знаю, что они были типа только там. Только- Их было да. тяжело достать. У них очень крутая аутсоль прозрачная. Ну и они прям... Их мало, по-моему, тоже 200. Да, или их что-то мало. такое. И их, еще есть беговая
пара межингов, но она мне менее интересна. Но ты не бегун же? Да, я не бегун, и все-таки мне оригинал больше интересен. И очень сложный был путь этих кроссовок в Россию. Купил я их в Китае у человека через Инстаграм. Ехали они 60 дней. Хоть PayPal? Да, PayPal, но это было очень сложно. Отследить было... Тот трекинг-номер, который был, по нему отследить было ничего невозможно. Когда они пришли, в результате они были с другим трекингом, в другой упаковке, нежели который присылал он мне. Непонятно, как будто на границе их кто-то перепаковывал. Прикольно. Да, но и, к сожалению, у них замечательные коробки индивидуальные, и они, она была трэш, короче, вся поразрушена. Мы с сыном ее клеили там изнутри как-то так. Ну, короче, очень жалко. Ну, пара... PayPal мне предложил отказаться от этого, но я не мог себе это позволить, как бы, поэтому вот так. Это вместо труда вы клеили, да? Да, да. И это... Сколько сыну лет? Ване 10. Ване 10. А какие кроссовки ему нравятся? Ване нравится Saucony, безусловно. У него сейчас нога, как раз получилась такая ситуация. У Вани сейчас нога 35-го размера. У мамы коллекция Saucony, потому что у мамы, у нашей, у моей жены Лены, у нее 35-й размер. А ей тоже нравится Saucony? Ну, вынужденно нравится Saucony. Да. Вот. И нравится. теперь Ваня, те модели, которые не являются женскими, у мамы на время, пока у нее нога 35, экспроприировал. Да, вот так что вот такая ситуация. Девятитысячник тоже, этот из Китая ко мне приехал, это тройной коллаб, называется Gentry Revolution. Ну, вот тут пони мой любимый и шерсть. Да. Шерсть не моя любимая, но пони очень классная. Да, а вот это на костюм вообще на похоже. костюм, да, вот и именно, значит, Gently Revolution, да. И у меня есть к этим кроссовкам еще спортивный костюм, который выглядит как классический костюм. Круто. Вот с полосатой Класс. тканью. Слушай, такой. я неплохо разбираюсь, да, вообще? Отлично. Идем дальше. 2 секунды буквально. Это кайт. И вы понимаете, откуда он приехал. Откуда он приехал, Да, откуда он приехал, из-за шнуровки. Да, это кайт, это расцветка, которая продавалась только в магазине кайт у знаменитого Ронни Файта. Это девятитысячник, называется спарринг-пак. Спарринг-пак боксерский, да? Но изначально и этот пак, вот этот релиз продавался только в Европе. Но когда он был анонсирован, это был коллаб с Виллой. С рэпером Вилла. Да, и он... потом это не Да, коллаб, да, он был анонсирован, но он не был издан с Виллой. И потом эта тема ушла на нет. И здесь появился просто боксер и буковка «С». Спарринг. Боксеры нет, здесь Нет, боксеры, да, «С» спарринг, появился. да. И его не продавали в Америке, стали продавать только в Европе, вероятно, чтобы не было каких-то конфликтов интересов. Вот, и все-таки эта пара пришла. Причем, знаете, была такая интересная штука, когда был сэмпл с Виллой, один человек мне, товарищ, предлагал этот сэмпл за очень большие деньги по причине того, что он не будет издан. Потому что это с Виллой, и он не будет издан. Мне его предлагали, этот сэмпл, за очень большие деньги. Реально очень большие деньги. Ты хорошо Я выдержал фазу. И потом, когда вышел спарринг, я послал ему информацию о релизе спарринга. Вот, ну, на что он мне ничего не ответил. Классно, это было тяжело, по-моему, достать, тоже какой-то эксклюзив был, нет? Да, это так они просто... Нет, Нет, это Майами, магазин в Майами. А, это Майами. Да, между собой его называют туканом, потому что расцветка у него как у попугая тукан. А, у них темный нос и яркое оперение. Да, очень крутая, и тоже качество проработка материалов, и вообще сочетание цветов. Да, и кожи. Да, очень бодрое такое, да. И купили мы... Дальше переходим. Да, это полеты, да, жизнь на Марсе. Значит, это американский магазин скейтерский «Премьер». Это первая его коллаборация, которая была красный и черный. Черный я ни разу не надевал, красный я носил. Да, носил. И они считаются такие очень тоже любимые и почитаемые парой среди Saucony фанатов, да. Дальше что сделал? Сделал Премьер, да, сделал Премьер вот такой коллаб, да, сделал коллаб с... Погоди, но это другая пара. Погоди, до этого вернемся. Сделал коллаб, это беговая модель Kevlar 7, вот, посвященный пожарным или что-то такое. Вот, и тут есть жетон, армейский жетон, да, вот, есть 01, вот.
беговая модель, что тоже не очень характерно, когда делают какие-то магазины, делают коллабы, редко выбирают беговые модели. Да. Следующим коллабом премьера, нет, обману вас, после этого, это последний коллаб премьера, называется Sweet Sweets, Street Sweets, улица сладостей, да, на мой взгляд, посвящена сладостям, конфетам и всему остальному. Да, и они эти куплены на премьере в Америке, и поэтому они имеют вот такой бокс, в котором лежат конфетки. И... Ты не пробовал? Нет, не пробовал, они уже давно лежат. И там дополнительные шнурки. В России, когда они продавались, безусловно, без конфет. Ничего не было. Да, кто-то съел конфетки на границе. Ну и самая выдающаяся вещь, на мой взгляд, у премьера это пак. Это пак из двух пар. Да, одна сделана для веселья, другая для работы. Здесь подставка под пиво. Здесь блокнот с ручкой, как бы записывать деловые предложения. А все это выглядит вот таким образом. Это чемодан. Ой, да. Ладно, неважно. Это дипломат, в котором лежит две пары. Купить их нельзя было по отдельности. И всего таких дипломатов было что-то в районе 200 или 240. А ритейл 300 с чем-нибудь, нет? Нет, по-моему, 240 или что-то такое, или 260. Прикольно для такого пака. Это да, и ну, интересная вещь. Сначала было крайне сложно купить. Реселлеры просили за них больших денег, а потом какой-то то ли ресток был, то ли еще что-то. И потом и на премьере можно было купить за полцены две пары. Вот. Так, это что, убики? Да, это UBQ, три коллаба UBQ. Вот это первый это Dirty Martini. Мартини. Dirty Martini, 9000-ник, очень такие, да, интересные они цвета. У нас, кстати, были, да. продажи. Это оливка, это ягодка там вот для мартини. Очень интересный коллаб, всем нравится. А это Pacific, называется мороженое. Да, это не коллаб, это пак. Просто да, обычный. Обычный пак, но с таким очень интересной штукой. Как он появился? У D-Box, всем нам уже хорошо известного D-Box, да? Был свой сникерсный магазин. И этот коллаб был коллабом магазина D-Box. Он мне присылал фотографии, я поищу, тебе скину, может быть, потом ты сможешь приложить, где они придумали этот коллаб, и сзади было название магазина, и еще что-то, да, там какие-то детали. Да, магазин, к сожалению, закрылся, почему D-Box системы сока не выходит, как бы, да, вышел почти. Закрылся, и через несколько лет выпустили без... Да, Socony выпустили это как, собственно, вещь, как бы, да, вот такие вещи происходят иногда. И они выпустили этот, и это достаточно популярная вещь, очень интересные. Там внутри обверточная бумага и стельки сделаны как вафли, по которым стекает мороженое. Так, друзья, время 5 часов 40 минут утра. Я, кстати, знаю, что ты еще немножко часы собираешь. Но это другой фильм. Другой фильм? Да, это будет про другом фильме. Смотри, я вижу, так, погнали. Это Hang Time? Это... Или другая эта модель? Да, это Hang Time. Да. Это баскетбольные кроссовки изначально были у бренда. Да, у бренда. И достаточно популярные. Достаточно популярные в свое время, да, играли знаменитые баскетболисты в этих кроссовках. Ну, расцветка так себе. Ну, это коллаб, да, называется Woodland Snake. Значит, лес змея, все, да. Окей, все, спасибо. Собраны все коллаборации с магазином Packer Shoes. Это очень известный тоже американский магазин Packer Shoes, который делает много коллабов с разными компаниями, вот, много интересных вещей. И здесь собраны все пары, которые выпускал Packer Shoes с Socony. Ты любишь, да, собирать все пары, которые какой-нибудь магазин выпускал? Кость, дело в том, что, честно, у меня есть, ну, как бы, все коллабы всех магазинов. Все коллабы всех. Да, поэтому, ну, уже когда на каком-то этапе в каком-то коллабе не хватало какой-то пары, было просто западло, надо было, чтобы все было 100%. Да. Расскажи мне, вот, давай вот про... Да, это... О, что-то выпало оттуда. Эта пара называется «Казино». Казино. Да. Я вот увидел картишки. Да, и она сделана совместно с Just Blaze.
Glassblade. А кто это? Это рэпер. А, рэпер. Он любит в казино ходить? Вероятно, да. С ним, да, ну, как любой уважающий себя магазин, который делает хороший коллаб. Как-то плохо прокрасили тут. Это просто уже много людей трогает вот руками пальцами, мои да? замечательные кроссовки, и поэтому какая-то беда получается. Я понял. Посвящена казино. Внутри лежит оберточная бумага в виде стола казино. Значит, здесь стол казино, и, как обычно, это игральные карты. И вот это популярный. Да, вот эта штука очень интересная, продавалась в России, называется Snow Beach, и посвящена нам чему? Анараку. Рэпера. Это не анорак был, а свитер. Свитер. Свитер рэпера, который... анорак сделал. Да, это Ральф Лорановский был свитер, он был цветом синий, желтый с красным. И вот они, был очень популярный этот свитер в какое-то время там. И вот они сделали этот коллаб, который назывался Snow Beach. Вот. По мотивам этого потом Антитер тоже сделал этот анорак, на котором было написано Snow Beach. У меня такой анорак тоже есть. Два слова. Эту пару я покупал в известном магазине французском Колет. О, который скоро станет только интернет-магазином. К сожалению, очень крутой магазин. Эту пару покупал, когда я приехал туда, и тогда еще не очень сильно я увлекался Сукони. Я купил моряку там пару, а себе не стал покупать, потому что мне показалось, что здесь сочетание, если ты видишь, холщовки какой-то, да, такой дешевой ткани с... Потом ты купил все у моряка и купил ее обратно. Нет. Был коллаб в нашем магазине, и я уже поехал, купил, осознанно купил их себе, да. Ты мясо ешь? Я мясо ем, по мне видно, что я ем мясо. Потому что я Ты тоже когда-то раньше ел мясо, я помню. Да. Многие фанаты Сакони и фанаты бренда, потому что у них есть коллаборации, которые... Вегетарианские имеются. Да, есть специальные линии у веган кроссовок у Сакони. Это джазы веганы, есть Low Pro. Специальные линии, да, и люди, которые не едят мясо и там привержены этой культуре, покупают эти кроссовки. Они изготовлены из материалов, которые, ну, не животного происхождения. Без коровок, короче. Да. Здесь мы видим Alive, ARC, такая очень популярная, очень, в том плане, что у ценителей имеет вес наличие этих пар. Это первый 2008 год. Это 2008 год, это то ли 11-й, то ли 10-й год, я не помню, вторые три, и это последние две Jazz 91 они переиздали. Вот. Причем многие носят это вот так. Ну, то есть берут, одевают две пары и вот такие разные кроссовки. Я, кстати, тоже так экспериментировал, и никто не... После того, как Ронни Файт сделал 25-летний Asics, который был две пары разных, да, после этого... А я когда так экспериментировал, мне в магазине в Реутове сказали, смотри, разные кроссовки. Носки перепутал, да. Ну, то есть я горжусь, что я собрал вот эти все пары. Они первые дорогие, по-моему, да? Ты знаешь, они, наверное, все в одной цене. Примерно цена около 200 евро за пару, если вот найти десток, да? Но сейчас очень сложно сделать, но причем первые найти легче, чем вторые. Потому что первые были раскручены, а вторые как-то прошли так, как-то, да, на автопилоте. Их, видимо, все носили, убивали. Непонятно, да, но вот эти пары найти в дедстоке сложнее, чем первые. Друзья мои, идем дальше. Здесь у нас Экстра Бата. У них 5? У них 5 коллабораций, все они есть. Нет, у них 4 коллаборации, я бы так назвал. Они все есть у меня. Это Space Pack, космический пак, как мы уже сегодня говорили про космос, да? Космос. Да. Да. Спасибо, брат. Значит, тоже долго я собирал. Сначала Space Snake, потом не помню, честно говоря, как сейчас уже утром уже не помню, да. Оранжевенький, да. И потом луноходы, да, Moonwalker. Луна там ходить и все такое. Что очень интересно, тут шнурки тоже флуоресцирующие, да, отражающие. И когда они это издали, тут сочетание материалов тоже такое искусственное, да, и они как-то не очень, скажем так, были популярны, как-то так вот не очень. Да, но потом с выходом других пар, других коллабов, связанных с космосом или с какими-то такими отражающими материалами, эта пара вновь заиграла. Да. Вот эти очень классные, это про тачки, да, по-моему? Да, ребята, это такой уникальный проект, постараюсь максимально быстро сказать. Дело в том, что это называется For the People. Очень классный проект.
Да, это For the People. Extra Bata сделал такую вещь, что они позволили голосовать В Инстаграме, по-моему. в Инстаграме, на своем сайте, позволили голосовать покупателям, почитателям, каким будет следующий коллаб. Ну, смотри, это кожа, да? Послушай, это... да. И в результате всех этих там голосовалок долгих был выбран силуэт, это Shadow 5000, потом цвета и все остальное. Значит, также он называется Get Lucky, там удачи, да, и посвящен вот этим автомобилям американским. На которых да, такие кубики классные. Да, кубики классные висят. И вот эта пара была издана, шикарные материалы, шикарные. Она сделала как автомобиль, здесь зеркало автомобильное, здесь вот эти разводы, как на старых вот этих, как Элвис. Да, Элвис Пресли ездил, такой же шрифт здесь, как вот на старых автомобилях и все такое. Там, вот это? Там в комплекте носки, всякие майки и все такое, это все у меня есть. Вот. И есть что-нибудь типа? У меня нет. Вот. Есть, у меня, к сожалению, есть того, чего у меня нет. Да, что мне надо еще. Вот. И все было круто. Но потом Extra Bata сделала Friends and Family, да, вот это? Да, это та пара была выбором покупателей, а эта пара, этот цвет и это издание было выбором профессионалов, типа там. И этих пар сделано 200 пар на весь мир. Получить их было крайне сложно. Я получил свой размер, мне ребята помогли, благодаря уже моим там связям и этим. Я очень горжусь, что она у меня есть. Многие сейчас считают и называют вот в сообществе сникерсном, Сауконе, о том, что это будущий Грааль. То есть многие, у меня тоже есть фотография, где у меня есть Invictus и вот эта пара, как бы король и принц там. Эта пара через какое-то время, да. Очень прикольные тут тоже всякие штуки к нему были, там значки есть и все такое. Да, презервативы там, да, и все такое. Ну, чтобы в тачке. Чтобы в тачке, да. Но мы-то женаты, и у нас дети, нам это не надо. Да, но мы не мы с тобой. Да. Так, окей, это супер. И, это что? да, Не супер? друзья мои, это West New York. Да, West New York. 4 пары, 4 коллаба, все у меня есть. Знамениты чем? Интересные всегда у них коллабы, хотя их не так много. Вот эта пара Cabin Fever, это те кроссовки. А это называется Tequila Sunrise. И все. Да. Класс. А это? А это называется... Ты не помнишь? Нет, это одна пресная вода называется, а другая соленая. Соленая вода. Пресная, соленая. Да. Я не понимаю, почему коричневый и почему... Так, это пушка во время войны севера и юга. Да. А это вот флаги конфедерации и все такое, да? Все. Шел 5-й час съемок этого выпуска, но мы все еще с вами. 6 утра, чуваки. Очень интересно, это что? Это Soulbox. Это Soulbox, это берлинский магазин. Да, в котором несколько братьев его основали. Делают кучу коллабораций. Ну, это один основной брат, да? Один основной, а другие братья Хекман, да. Поменьше. Кстати, мы с ним лично знакомы, были у него в магазине, с ним разговаривали, пытались сделать Soulbox Russia, но ничего не получилось. Ну да бог с ним. Собственно, у них выходило несколько паков, да? Да, причем вот эта расцветка продавалась в Москве, у вас в магазине, в Сникерхеде. Да, долежала до какого-то супер дисконта. Какой самый первый был? Самый первый был 2008 год. Это Jazz Original Soulbox. Да, 2008 год. Крайне редкая штука. Очень-то простенькая. Очень простенькая, но вот чем мне нравится Soulbox, Soulbox практически всегда на своих кроссовках пишет свое имя. Да, это, кстати, да. Сразу можно понять. Да, сразу можно понять, да. Это вот 2008 год. Причем было сделано 3, я видел тизер, где есть 3 модели. Это шеститысячник, это Кураж и Джаз. Но только джазы, да. Ну, причем те модели выглядят еще не хуже, чем эти, да. А вот это? Это Shadow 90. Это следующая модель, по-моему, это тоже 8 или 9 год. Тоже очень редкая штука. Тоже мы видим лого Soulbox. Очень трудно достать, тем более в состоянии новых. Дальше идут паки. Это были 3 брата. Первые 3 брата. Собственно, тут полностью голубой, не хочу играть с тобой, да. Да.
Это 3 брата, 6000, Shadow 5000. Чем отличается? Логотипа нет, но есть логотип на кожаной стельке. Да, Soulbox, везде, Soulbox. да, и обработка внутри кожей, вот, что тоже приятно. Далее был, не помню, в какой последовательности, это Граали, как бы знаменитая штука, которую сделал Soulbox, и которую он тиражировал с другими брендами, кроме носы. цветные носы, да, монохром и с контрастным носом. Grey Devil и Pink Devil. Кроссовки, которые достаточно дорогие Сколько сейчас. они стоят? Раньше стоили в среднем $400-500, сейчас где-то $350. За пару, да? За пару, да. В состоянии новых. Серый это. Soulbox это проделывал с другими брендами, в частности, New Balance, да. А сейчас у Hikmet вообще свой бренд. Да, Sonra. Да. Да, дальше были, я не путаю последовательность, не помню последовательность, но были следующие 3 брата. Это Еще одни. Pink, Green и Orange. Ну эти послабее. чем Послабее, просто, да. как мне кажется. Ну, тоже достаточно популярны. И после этого были Green Луканит и Orange Луканит. Это в честь жуков? Жуков, каких-то? да. В честь жуков. Да. И если посмотреть, тут можно, мы видим, как будто это вот здесь вот рожица или, Рожки, да, или рожки. Я горд, что у меня есть весь Soulbox. Это круто. Не каждый может этим Себе похвалиться. позволить. Спасибо. Да, дальше переходим тоже к интересной теме. Это Byte. Byte — это достаточно крутой магазин американский. Вот, у меня есть 8 коллабов с Saucony, все, которые выходили, они все есть. Причем первый голубое яблоко — это Они были у нас, Pick Up да, Your я Shoes. помню. Да, это как бы Byte — это Владелец Пикешузу или наоборот? наоборот, да, как бы Shoes. это материнская компания, как бы, да, а это вот это продажа, скажем так, интернет массовая, да, а это потом розничный магазин. И после этого это 9000-ник, они сделали первый Byte. К сожалению, я сейчас уже не помню, как он называется. И потом начались Кроеволды. Это вот как раз-таки Да, веганская тема, да, вот это 2 пары были их веганских. Вот это и какая еще? И вот это. И вот это вот две они, да? Да, они сделаны из материалов, которые, значит, ну, Без не- коров? без коров, да, не происхождения, да, без животного происхождения и все такое. Смотри, Байт любит вот спереди. Да, Byte, не, ну Эти это вставки. вставки, это уже такой дополнительный, как бы, но все равно у них, бонус, да, да. и это все связанные с Кроуbolдом, космические последние. Вот эти тоже тему, которую они сделали, то ли вместе, параллельно с кем же, свитера первые были у Бодеги, Да. а после этого сделал Byte тоже вязаный. Ну, они, по-моему, все более-менее легкодоставаемые, нет? Кстати, эти кроссовки тоже продавались в Sneakerhead. Я понял. Какие самые тяжело доставаемые? Или они все достаточно легко их купить, нет? Искал что-то из этого? 9000-ник очень сложно найти. Это вот первый Byte. Первый. Чистый Byte, потому что эти все считают Пикешузы, первым они Пикешузы, но считают. все равно первый Byte, да, его считают Blue Apple. А вот эти вот Чистый сложно было найти, да. 10 блогеров сделали 10 моделей, ну, сделали 10 коллабов условно, да. Каждый имеет свое имя, и каждый коллаб, каждая пара выпущена всего в 100 экземплярах. Блогеры кроссовочные или Кроссовочные, вообще? кроссовочные. Кроссовочные, Те, да? которые занимаются сникерс-культурой, продвигают не только Saucony, но и другие бренды. Вот Saucony их пригласил, с каждым были сделаны определенные, у каждого была какая-то своя идея, и все они реализованы. DDH7, что это, нет? DJ DH7. Это DJ Dells. DJ Dells. Да, значит, смысл в чем? Во-первых, все эти пары сделаны из качественных, они сделаны классно и из качественных материалов, что не всегда бывает у Saucony, Здесь у вот рядовых. очень крутая Да. подкладка. И у каждой Да. пары есть своя идея. Ценны они тем, что их всего по 100 пар, вот, и у всех есть своя А идея. продавались они как? Они продавались только на Saucony.com, и было 2 дропа, первый и второй. В первом дропе было 5 пар, и во втором дропе было То 5 есть пар. тебе за Это раз в августе. можно было купить 5 пар сразу. Да, вот 10 пар, как я их купил, значит, что-то я совсем немного удалось купить на Saucony.com, что-то я купил на группах, что-то купил на автомаркете. Денег потрачено на них много,
ну, я считаю, что они того стоят, потому что это, ну, уникальная штука. Во-первых, и лимит очень маленький. Ну да, 100 пар. Да, и это во-вторых, очень круто. Это 2017, да? Это вот август 2017 года. У каждой есть своя идея, потом отдельно можно рассказать. Там, например, это Баба Гам из Run Forest Run. Это шапка его друга. Идея такая, да. Эти кроссовки, например, сделаны... забыл, как парня зовут, надо уже просто голова не варит. Все, ну, не да, важно, но факт, что они сделаны из премиальной кожи и лежат фломастеры специальные, которым можно разрисовать, как ты захочешь. Ты пока нет, да? Я пока нет, ценишка, может быть, до этого дойдет когда-то. Это сделано под тигра. Это называется Очень интересно. большой переполох в маленьком Китае. Ага. Да, разные материалы, ты видишь, здесь есть иероглифы. Да, круто. Да, это тоже сделал известный блогер. Вот. Слушай, ну вот это еще меня очень Да, нравится. это сделано с диджеем Heskix. Да, и сделано по подобию цветам вертушки Technics. О, круто. Да, здесь мы видим иголку, здесь элементы, которые напоминают о тарелке, о виниле и всем таком. Очень тоже, Слушай, мне кажется, очень крутая пара. Очень интересный. Идея интересная, да. И вот это тоже 9000-е, они все Grid SD, а вот это 9000-ники, две пары. Вот DJ Dells, у него на подошве его лицо. Круто. У него есть мультик, и вот из этого мультика взято. А подошва, он и сам из Майами, и подошва сделана как будто забрызгана кровью, потому что это Майами, и это типа идея из человека со шрамом, лицо со шрамом. И тоже там такой же тизер или... Тут я вижу Сан-Франциско и Golden Gate. Golden Gate, да, это посвящено этому пара. Вот эта пара португальское золото называется. Чувак, который ее делал, он сам родом из Португалии. И любит золото, да. видимо, да? Очень круто. Это винтаж, я его для себя отделяю как винтаж. Тут есть модели действительно и винтажные, которые уже расклеились, хлебнули, или те модели, которым больше 10 лет. Но также есть и некоторые выколы модели, которые сюда попали. Вот. Ну, для меня, я их считаю винтажом в своей коллекции. Ты носил что-то? Оно разваливается у Saucony или у Нет, ну Saucony? это просто у любой марки это развалится, потому что мидсоль, да, там из тех материалов, когда там больше 10 лет, она просто рассыхается, теряет эластичность и все такое. На чем хочу здесь заострить внимание? Ну, безусловно, это вот хентаймы, это то, что сделано для японского рынка. Это вот, опять же, скейтерские кроссовки, да, о чем мы говорили. Но это было сделано давно, да, 20 лет назад? Да, типа. это было сделано давно. Тут мы видим, вот тут еще ничего, а там вот есть пары, у которых облезает вот эта кожа. Да, уже все, да. материал уходит. Да, но вот это крутые штуки, которые сделаны для Японии, их не было в Европе, не в Америке, очень круто. И тут много чего есть интересного, времени просто на все не хватает. Ну, я думаю, что Давай я что-нибудь выберу. мы их отфотографируем. Я предлагаю тебе выбрать все-таки, Так, вот это что начинается? знаешь, какую пару. Куда мы идем? Сейчас Ты принесешь ее сюда? Да, я ее принесу сюда. Да, друзья, вот это грид. Это вот откуда, может, пошел этот, нет? Да, вот смотрите, ты говоришь, да, видишь? Неопрен. Да, вот 9000-ник сделан такой же сейчас. Чем это примечательно? Друзья мои, мне эту пару подарил Андрей. Это она была у него в коллекции, она дедстоковая, новая. Чем для меня примечательно? Тем, что я эти кроссовки сам купил в Москве. Вот про то, первый мой опыт с Укони, который был там в 94 году, который покупал. У меня были такие кроссовки. Серьезно? Да, я их покупал, я их носил до дыр, их выкинул. Ты прям помнишь? Или Да, у тебя есть нет, я... там фоточка Нет, какая-нибудь? Напиши. тогда еще, к сожалению, да. Но Ну, мы поверим. Да, у меня были эти кроссовки, и теперь они у меня тоже есть в коллекции. Это круто. Это ролики, это оригинальные ролики, это не Saucony, это Sport Build. Это та компания, которая потом стала называться Saucony, да. Но это классические кортезы прям, да? Ну, вот это. Ну что? Нет? Нет. Это не похоже. Не похоже, да. похоже. Значит, это беговые кроссовки, к которым была интегрирована, значит, вот эта штука для катания на роликах. Чем примечательно, эту модель рекламировал Джей Симпсон, который да, это известный бейсболист, по-моему, он, да? По-моему, он был, да, бейсболист, а может быть и нет, мы уже не помним. Ну, ты погугли, он убил свою жену. Да, если ты наберешь вот эти кроссовки, есть рекламный
в интернете найдешь, будет да, он, вместо нас, да, я он там думаю. стоит такой, улыбается с этими кроссовками. Как мы. Вот, да, эти кроссовки мне подарил Андрей, и это пипец, как сложно найти такие вещи. И когда я кому-то их показываю из фирмачей, они все делают вау. Слушай, расскажи Вот. мне быстро, мне просто очень понравились. Это розовый и голубой. Да. И здесь что это? Азура 2? Что это? Да, за модель? Азура Её 2. никогда не ретро, да, наверное? Ни разу еще? Пока еще нет, мы сами видим, что с ней происходит, да, вот этот Здесь- клей, да, здесь все, да. уже. Вот если я Но нажму, я не буду вот делать. как вы видите, да, это модель 90-х годов. Очень красиво. Да, и вот я считаю, что многие модели можно с Saucony просто переиздавать, и они будут популярны, как бы, Да, и прям и актуальны, да. Ну и еще что можно веселого посмотреть, это вот такие слепошки, да, да, это реально дело Saucony, это женские, мужских таких нет, они женские, они есть как на шнурках, также они были и на молнии. То есть это такая веселая штука, ну вот Saucony так изгалялся в какое-то время. Вот, друзья мои. И, наверное, давайте финишируем вот на этих интересных штуках. Называется, знаете, как, помните раньше, или вы уже не помните, а я помню, это называется «Прощай молодость». Были ботинки такие у России, «Прощай молодость», из войлока, по-моему, войлока, да, бабушки носили такие на молнии. Вот мне мама все время раньше говорила: будешь себя плохо вести, я тебе такие ботинки куплю. Да, но они на самом деле были классные, теплые, но просто Не очень. выглядели не секси. Так вот это примерно то же самое. примерно то же самое, друзья мои, называются они Freedom. Это старые, да? тоже? Да, это у Андрея я смог взять вот эту вельветовую пару, вот эту кожаную я купил. И сейчас ко мне едет еще одна кожаная пара, она белого цвета, такая же, такую же структуру имеет кожа. Вот. Костян, ты не представляешь, какие они удобные. Да? Они как Значит, домашние тапочки. Я просто их мерил, это мой размер. Ну, как бы в свет я в них не ходил. Ну, мне кажется, Но- еще десяток лет, и я смогу их нормально носить. Как обувь, как раз мне будет по возрасту в самый раз. Как раньше говорили, месье знает толк в возвращениях. Да. Ну, поэтому, ну, реально. прикольно. Прикольные, очень прикольные. Это был видеоблог магазина Sneakerhead. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, жмите колокольчик. И сейчас уже 8 утра. Друзья, всем спасибо. Надеюсь, это будет интересно. И следите за нашими новостями.